Молодая девушка по имени Анна с нетерпением ждала момента, когда станет мамой. Это событие стало для нее и ее мужа, Сергея, настоящей мечтой, которая наконец-то начала сбываться. Они долго обсуждали, планировали и готовились к этому важному этапу в своей жизни. Каждый день, начиная с того момента, как они узнали о беременности, был наполнен радостью и ожиданием. Анна внимательно следила за своим здоровьем, следовала всем рекомендациям врачей и старалась бережно относиться как к себе, так и к своему будущему ребенку. Она изучала литературу о беременности, посещала курсы для будущих родителей и даже записалась на занятия по дыхательным техникам для родов. Каждый вечер, когда она ложилась спать, она нежно гладила свой живот и разговаривала с малышом, рассказывая ему о своих мечтах, о том, как они будут вместе гулять в парке, играть и смеяться. Она делилась с ним своими переживаниями и радостями, надеясь, что он чувствует ее любовь и заботу. Анна часто представляла, как будет держать его на руках, как они будут вместе открывать мир. Эти моменты стали для нее особенно важными, и она чувствовала, что между ней и ее ребенком уже существует особая связь, несмотря на то, что он еще не родился. С каждым днем ожидание становилось все более волнующим, и Анна была готова ко всему, что ждет ее впереди. Наконец, настал долгожданный день. В роддоме Анна чувствовала волнение и радость, когда начались схватки. Она знала, что это начало нового этапа в их жизни. Врачи и акушеры были рядом, готовые помочь, и вскоре пришло время для родов. Все прошло хорошо, и вскоре в комнате раздался первый крик новорожденного. Но то, что произошло дальше, поразило всех. Когда акушеры достали малыша, он, казалось, сразу же ощутил окружающий мир. Через несколько минут после рождения он произнес свое первое слово «мама». Это было неожиданно и удивительно. В комнате воцарилась тишина, и все, включая Анну и Сергея, замерли от удивления. Затем малыш громко заплакал, но это был не просто плач, в нем слышалась жизнь и энергия. Акушеры переглянулись, не веря своим ушам. Они никогда не сталкивались с таким феноменом и не знали, как объяснить это событие. Некоторые из них шептались о том, что, возможно, это связано с тем, что Анна много разговаривала с ребенком, когда он был в утробе. Врачи начали задаваться вопросами о том, как это возможно, и обсуждали, может ли это быть связано с тем, что связь между матерью и ребенком уже была установлена до его рождения. Анна, все еще в шоке от произошедшего, взглянула на своего сына с гордостью и любовью. Она знала, что этот момент останется в их памяти навсегда. Сергей обнял ее, и они оба почувствовали, что их семья стала еще более крепкой и уникальной. С тех пор они с радостью делились этой удивительной историей с друзьями и близкими, рассказывая о том, как их малыш произнес свое первое слово сразу после рождения. Это стало символом их крепкой связи и любви, которая возникла еще до того, как он появился на свет. Каждый раз, когда они вспоминали этот момент, их сердца наполнялись теплом и счастьем, и они знали, что их маленький чудо было особенным с самого начала. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.